Всем привет, это Эффект Призм. И сегодня мы продолжим разговор о частицах, начатый в прошлом видео. Если вы его еще не смотрели, рекомендую посмотреть. А сегодня мы поговорим о дополнительных нодах для работы с частицами, которые помогают придать частицам еще больше разных эффектов. Видео будет достаточно длинным, потому что мы рассмотрим несколько нод, но для каждой я добавлю свой тайм-код. А сейчас давайте приступать. Итак, для начала давайте возьмем пустую Fusion композицию, перетянем ее на таймлайн, сделаем ей длину, пускай 7 секунд, и перейдем во Fusion. Теперь я уже приготовил логотип DaVinci, просто чтобы было немного интереснее. Он у меня в размерах 500 на 500 пикселей. Давайте добавим ноду Resize, чтобы сделать эту картинку Full HD, как и размер моего проекта. Так, добавили ноду Resize. Получилось у нас вот такое. Давайте исправим соотношение сторон. Для этого после ноды Resize добавим ноду Transform, нажимаем Shift пробел и добавляем ноду Transform. Теперь для того, чтобы сделать логотип снова круглым, давайте для начала его уменьшим. Так, здесь надо отправить ноду Transform в правый вьювер. Ну, можно в левый, в целом без разницы. Сначала уменьшим размер, а потом с помощью ползунка Aspect давайте сделаем его снова круглым. Вот так. И размер сделаем еще меньше. Пока медиапул скроем, для того, чтобы освободить пространство. Итак, вот что у нас получилось. И давайте для начала сдвинем логотип влево. Вот так. Вот мы пока что подготовили начальную конструкцию для работы. Теперь давайте добавлять частицы. Для этого нам нужен p-emitter и p-render. В p-emiter генерируются наши частицы, в p-render они отрисовываются. Эти две ноды должны всегда присутствовать, если вы используете частицы. Ну, либо же p-image emitter, о котором я рассказывал в прошлом видео. Но в данном случае мы будем использовать не его. Итак, сразу можно подключить p-emitter к p-render. Итак, давайте настроим p-emitter. Переходим на вкладку Style, и здесь я бы хотел использовать Style Blob. По умолчанию здесь Point. Point это обычные точки, Blob в принципе это тоже точки, но с настраиваемым размером. Поэтому они мне больше нравятся только из-за их гибкости. Вы можете использовать вообще в принципе любой стиль из тех, что вы видите в выпадающем списке. Но я выберу Blob. Размер мы их настроим позже. И теперь в регионе мы настроим регион, в котором будут генерироваться частицы. В данном случае я хочу, чтобы частицы генерировались в области логотипа. Для этого в p-emitter во вкладке регион выбираем в параметре регион, в выпадающем списке выбираем bitmap. И у нас появляется желтый вход. В этот желтый вход мы подключаем выход ноды Transform, потому что здесь у нас картинка, логотип уже правильной формы и находится на вот таком вот прозрачном фоне. Это то, что нам нужно сейчас. И частицы у нас будут по всей этой картинке, которая уже в разрешении Full HD. Ну, я думаю, здесь понятно. Так, в принципе, все готово. Давайте в правый вьювер выведем ноду p-render. Для этого выделяем саму ноду, нажимаем клавишу 2. Либо же нажимаем здесь на правую точку. В данный момент у нас мы уже видим частицы, но они у нас в 3D пространстве. Сегодня мы будем работать в 2D пространстве, поэтому в ноде p-render в инспекторе переключаемся на 2D. И пока ничего не видно, но ничего страшного. Так, теперь в ноде p-emitter давайте для начала в параметре color выберем Use Color from Region и придадим им
немного движения. Вот пусть будет где-то 0,5. 0,5. Запустим анимацию. И, как видно, частички уже пошли, но они слишком маленькие. Давайте увеличим их размер. Именно поэтому мы выбрали блоб. С точками так бы не получилось. Переходим в группу параметров Size Control и увеличиваем размер. Где-то можно даже сразу единицу ставить. Вот так. Вот пошли наши частицы. Но давайте сразу еще и логотип вернем на место. Для этого к ноде Render давайте подключим ноду Merge. Вот так. И в зеленый вход ноды Merge подключим выход ноды Transform. И давайте выведем ноду Merge в правый вьювер. Вот так. Для того, чтобы это было все нагляднее, давайте нажмем клавишу Alt и нажмем на вот эту линию. И у нас появится так называемый Pipe Router. Это не нода, это просто, скажем так, направляющая. Она используется для того, чтобы просто направлять потоки. Для того, чтобы они выглядели более наглядно и не путались, не было паутины. Вот так, я думаю, теперь понятно, что куда идет. Выход из ноды Transform идет в качестве региона генерации частиц, и также сам логотип, просто преобразованный с помощью Resize и Transform, у нас идет верхним слоем в ноду Merge. Я думаю, здесь все понятно. И мы получаем сейчас вот такую анимацию. Давайте здесь в Transform немножко еще уменьшим логотип, чтобы у нас было больше места для частиц, и мы лучше видели, что у нас происходит. Итак, что мы получаем? Частицы просто движутся слева направо, без какой-либо цели, без каких-либо эффектов. Мы в ноде P-Emitter выбирали вот здесь в Controls Use Color from Region, поэтому у нас частицы того цвета, в каком месте они генерировались. То есть они у нас генерируются в регионе картинки и имеют те же цвета, что имеет картинка. Я думаю, понятно. В любом случае, самый лучший способ все это изучить – это также пробовать. Сейчас вы можете просто открыть DaVinci и повторять за мной. И плюс не забывайте экспериментировать. Не ставьте все параметры точно такие же, какие ставлю я. Пробуйте что-то больше, что-то меньше, где-то в выпадающем списке выбрать что-то другое. Пробуйте что-то новое, таким образом ваши знания в голове будут укладываться гораздо лучше и правильнее. Так, давайте добавим немножко скорости частицам, потому что они слишком вяло движутся. Вот здесь в параметре Velocity, в P-Emitter, пусть будет, пусть 0,8. Вот так. Итак, первая нода, которую я сегодня хотел бы рассмотреть, это P-Turbulence. Но прежде чем ее добавить, скажу сразу, все ноды, которые работают с частицами, они размещаются между P-эмиттером и P-рендером. После P-рендера они работать не будут, это раз. Во-вторых, они, скорее всего, даже туда и не подключатся. И все ноды, которые работают с частицами, начинаются с P. Поэтому выделяем ноду P-emitter, нажимаем Shift-пробел и пишем P-Turbulence. Вот так она выглядит. Что делает эта нода? Эта нода добавляет завихрение движущимся частицам. Настраивать ее более чем просто. У нас есть основные параметры, это X-straight, Y-straight и Z-straight. В целом все. Ну и density, тот, которым мы будем пользоваться. Можно еще побаловаться с регионом, если будет интересно, а скорее всего будет, покажу и регион. Итак, смотрите. Если мы эту ноду отключим и запустим нашу анимацию, у нас получается все частицы линейно движутся слева направо. Окей. Включаем ноду P-Turbulence, запускаем анимацию. Видите, частицы начинают вести себя, скажем так, примерно как дым. Давайте, кстати, добавим количество частиц чуть-чуть, пусть будет не 10, а 20. Побольше. Даже 30.
Вот так. Теперь, за что отвечают параметры xstraight, ystraight и zstraight? За вот этот вот хаос по осям. Смотрите, если мы растянем x, то они растянутся горизонтально. Если y, то вот этот вот хаос растягивается вертикально. Ну и z будет растянут по оси, которая перпендикулярна плоскости монитора. Так проще всего объяснить, где находится эта ось. Но я думаю, вы и сами представляете себе трехмерную систему координат. И вот этими параметрами вы можете настроить степень хаотичности, которая вам нужна. Какую-то из осей вы вообще можете убрать в ноль, и при этом все будет также прекрасно работать. Вот примерно такой эффект делает p-turbulence. Только давайте частички сделаем поменьше. Все-таки один многовато. Пусть они будут такими. Надеюсь, вам также видно. Так. Давайте пока вернем по умолчанию, сделаем небольшую турбулентность и посмотрим, на что влияет параметр density. То есть сейчас у нас частицы завихряются вот так. И они ведут себя как бы более так организованно, они ближе к друг другу и не сильно разлетаются в стороны. Если поднять параметр density, то частицы будут вести себя несколько иначе. Ведь они просто разлетаются в стороны. Если его увеличить еще, то они будут более хаотичными и более самостоятельными, что ли. В любом случае, попробуйте, покрутите параметры straight и параметры density, и таким образом вам будет легче добиться именно того эффекта, который вы хотите. Ну и давайте поработаем с вкладкой регион. Итак, что здесь? В данном случае стоит параметр region all и region mod, ignore region. Я не часто очень детально настраиваю регион, просто покажу, что в моем понимании здесь самое полезное. Хотя это не единственная полезная вещь, которую здесь можно сделать, но я пользуюсь, как правило, только следующим. Регион. Здесь выбирается тот регион, в котором будет действовать данный эффект. Давайте в регионе выберем bitmap. И тоже мы, допустим, хотим, чтобы именно внутри какого-то региона у нас работала турбулентность. И сюда просто подключаем любую маску, даже давайте не круглую, возьмем полигон. Рисуем вот такую какую-то форму непонятную. Можете рисовать абсолютно любую, какая вам нравится. И вот сюда в зеленый вход подключаем к p-turbulence. И у нас турбуленция будет проявляться только внутри этого региона. Вот так. Видите, до маски у нас идет ровно все, даже если мы это двинем. А внутри маски начинается турбуленция. Вот так. И сюда вы можете подключать и прямоугольник, и круг, и так далее. И тогда просто нету смысла выбирать здесь какой-то регион. Если вы работаете в 3D и вы хотите, чтобы у вас турбуленция была внутри какой-то 3D-фигуры, там куб, например, или вообще какую-то 3D-модель скачаете, тогда выбираете Mesh. И тогда точно так же сюда подключаете какой-то Mesh. В целом, вот и все. Ну и здесь Region Mode можно выбрать, когда внутри региона, когда вне региона, например. Игнорировать регион, тогда везде будет работать турбулентность, и регион тогда и в целом можно отключать. Вот. Вот, в общем-то, и все по ноде p-turbulence. Она лучше всего, как по мне, подходит для имитации дыма или просто хаотично движущихся частиц. Надеюсь, понятно. Давайте двигаться дальше. Давайте уберем полигон. В регионе оставим all, ignore регион. Так, у нас, значит, частицы просто хаотично движутся. Давайте ноду p-turbulence сбросим на настройки по умолчанию и, в принципе, ее оставим. Почему? Для того, чтобы вам показать, что ноды, которые работают для управления частиц, прекрасно себя чувствуют в комбинации друг с другом. Поэтому давайте после ноды p-turbulence добавим ноду p-point force.
Что делает эта нода? Как видите, я ее уже добавил. Эта нода имеет точку, вот ее координаты на вкладке Controls. И к этой точке притягиваются частицы. И она имеет как будто бы гравитацию. И проходя через нее, они потом имеют ускорение. То есть они вначале к ней притягиваются, а потом после прохождения от нее отталкиваются. И получается вот такой эффект. Какие у нее есть параметры? Параметр straight – это сила, с которой они притягиваются. Параметр power, как я понял, это радиус, в котором работает эта нода. Чем он больше, тем из более дальних уголков притягиваются ноды. Но здесь, в принципе, и так частицы движутся на эту точку. Поэтому в данном случае он у нас роли никакой не сыграет. И параметр limit force, он никакого визуального эффекта не дает, он просто ограничивает иногда ускорение частиц. Бывает такое, что частицы получают какую-то слишком высокую скорость, из-за этого могут быть проблемы. И поэтому здесь можно просто ограничить значение для того, чтобы вдруг каких-то проблем не возникало. Но у меня с ней проблем вообще никогда не возникало, поэтому я не пользовался этим ползунком. Translation – это просто координаты вот этой точки. Если вы за нее потянете, вы увидите, что координаты меняются. И вот, например, смотрите, давайте поставим ее, вот, например, сюда. У нас частицы изначально двигались слева направо, имели некоторую турбулентность, но так как у нас и здесь есть нода, которая их притягивает в определенную точку, получается вот такой эффект. Регион, здесь то же самое, здесь есть регион, в котором будет работать притяжение к этой точке. Также можете просто поэкспериментировать, как я на примере перед этим рассказывал про P-Turbulence. Смотрите, что еще можно сделать с нодой P-Point Force. Значит, здесь параметр straight, когда он положительный, это значит, что частицы притягиваются к этой точке. Вот в данном случае она здесь установлена. Видите, частицы стремятся к ней. Вот давайте сделаем их чуть-чуть побольше. Вот так. Вот. Но если сделать этот параметр отрицательным, то тогда частицы будут отталкиваться и лететь как бы на зрителя. И получается очень красивый эффект. Смотрите. Вот они летят и так плавно заворачивают по такой интересной траектории. И летят как бы в зрителя. Смотрите, если отрендерить, то получится следующее. По-моему, эффект просто очень классный. А теперь давайте двигаться дальше. Итак, следующая нода в нашем списке это P-Directional Force. Давайте удалим ноду P-Point Force. P-Turbulence нам не мешает, поэтому я ее оставляю. Вот. Но если удалю, также все будет работать. Просто для того, чтобы вы видели, что в комбинации тоже все окей. Нажимаем Shift пробел, выбираем P-Directional Force. Итак, что делает эта нода? Эта нода притягивает частицы в каком-то направлении. Смотрите, по умолчанию есть параметр direction, он стоит минус 90. Минус 90 в системе координат да Винчи это значит вниз. Почему частицы не просто летят вниз? Потому что у них есть своя сила, заставляющая их двигаться слева направо. То есть вот здесь в Controls, в P-Emitter, Velocity. Вот сейчас, смотрите, P-Directional Force заставляет их двигаться вниз, но они чуть-чуть все-таки по диагонали. Если мы скорость увеличим, видите, как струя воды из бутылки, например, или из водяного пистолета, или из трубы какой-то сточной. Вот. Но P-Directional Force может быть не только в этом направлении. Если поставить 0, он их будет тянуть вот в эту сторону, то есть вправо. Если поставить 90, то вверх. Вот так. Если поставить 180, он их будет тянуть влево. И тут смотрите, как эффект
струи воды против ветра. Что-то вроде того. Давайте для наглядности увеличим и количество частиц, и их скорость. И видите, они какое-то время двигаются влево, точнее вправо, а потом меняют направление и двигаются влево. Давайте уменьшим угол, то есть, чтобы было виднее. Вот так. Я думаю, понятно. Direction Z – это направление по оси, которая перпендикулярна плоскости монитора. Тут с ним тоже можете поиграться, сделать, чтобы частицы двигались на зрителя немного или от зрителя. То есть, ну, такое 3D. Straight, я думаю, понятно, это просто сила этого самого притяжения. С помощью этой ноды можно имитировать что-то вроде гравитации. Ну, как один из примеров. Я думаю, суть ясна, здесь абсолютно ничего сложного нет. Играйтесь комбинациями этих нод, получайте необходимый вам эффект. А теперь давайте двигаться дальше. Следующая нода, которую мы рассмотрим, будет P-Friction. Давайте ударим P-Directional Force и добавим ноду P-Friction. Что делает эта нода? Эта нода как бы делает такое загустение в частицах. Давайте запустим нашу анимацию и посмотрите, что получается. Ноды как будто загущаются в определенном месте. Итак, какие у нас тут есть настройки? В принципе, их всего лишь две основных. Это Velocity Friction и Spin Friction. Velocity Friction загущает именно движение, делает его таким, как будто сквозь что-то густое, или превращает частицы как будто в такой кисель. Spin Friction затрудняет их вращение, но так как у нас точки, вращения не видно, поэтому этот параметр мы трогать не будем. Если у вас будут частицы, например, в виде линий, палочек, то там это видно будет. Вот. Ну, я думаю, суть ясна. Вот. И изменяя параметр Velocity Friction, мы можем изменять степень вот этого вот загустевания, скажем так. Чем меньше, тем меньше они густеют. Чем больше, тем больше густеют частицы. Например, вот поставили чуть побольше и смотрим. Вот они начинают накапливаться в каком-то месте, а с помощью P-Turbulence они как бы так вот немножечко хаотично движутся. Вот, при этом мы можем увеличить их скорость, и тогда загустевание тоже будет вести себя по-другому. Смотрите. Можно увеличить турбуленцию. И тогда будет вот так. Но если турбуленция у нас небольшая или вообще ее выключить, то логотип будет из частиц собираться в другом месте. И с помощью параметра Velocity Friction в P-Friction ноде можно регулировать расстояние, на котором этот логотип заново как бы соберется. Достаточно интересный эффект. И, кстати, практически не грузит систему. Кстати, не забывайте, что в ноде P-Render вы можете во вкладке Settings еще включить Motion Blur. Сильно поднагрузит компьютер, но выглядеть будет, видите? Смотрите, как размылись частицы. Если выключить, они все четкие. А вот так они размоются. Да, в реальном времени немножко подтормаживает, но тем не менее. Потому что частиц не очень много. Если поставить генерация 1000 за кадр, то уже будет затруднительно. Но я пока Motion Blur выключу. Я думаю, вы поняли, что он делает. И применяйте по мере надобности. Вот, собственно, и все. Плюс есть регион, в котором будет работать эта нода. Я показывал, как это работает, поэтому, я думаю, понятно. Хотя давайте сделаем небольшой регион. И возьмем прямоугольную масочку, вот такую, сделаем ее вот такой вот узкой и подключим. И смотрите, что у нас получится. Так, слишком высокая скорость.
и слишком узкая маска. Давайте скорость поменьше сделаем. Хотя бы вот так. Смотрите, у нас частицы вот там, где маска, они замедляются, но потом продолжают свое движение. Давайте в P-Friction увеличим это замедление вот так. Видите, замедляются, а потом продолжают движение. Давайте отодвинем вот сюда, чтобы было нагляднее. Вот такие эффекты можно делать. Плюс можно включить турбуленцию заново, и тогда эффект будет выглядеть вот так. Я думаю, понятно, и здесь ничего сложного нету, поэтому давайте двигаться дальше. Следующая нода в нашем хит-параде – это нода P-Avoid. Давайте удалим P-Friction. Нажмем Shift-пробел и выберем ноду P-Avoid. Как следует из названия, это нода, которая добавляет регион, который частицы будут избегать. Как это выглядит? Давайте сбросим опять настройки P-Turbulence, чтобы не было такой сильной турбуленции. И в ноде P-Avoid она плотно работает с регионом, поэтому давайте опять же выберем Bitmap, возьмем, давайте на этот раз круглую маску, сделаем ее поменьше, добавим вот где-нибудь сюда и подключим. И что у нас получается? Частицы избегают этот регион. Давайте сделаем еще чуть поменьше, чтобы... И сделаем меньше скорость, а то совсем не видно, как именно они избегают этот регион. Вот так, смотрите. Видите? Они его как бы обтекают. Регион может быть не только круглым. Давайте, например, возьмем полигон и сделаем его вот таким. Вот такой как бы клин будет на пути частиц. Вот так его установим, подключим. И видите, частицы его обтекают. Можно ему смягчить края. Ну и вот что получается. Я думаю, тут, в принципе, тоже все более чем понятно. Каких-то еще настроек серьезных тут нет. А, да, есть дистанция. Да, давайте. Вот. Дистанция, с которой они будут стараться избегать. Вот этот вот регион, который нужно избегать. Если его подкрутить повыше, они как бы, видите, издалека еще начинают. Еще даже не долетели до маски, но уже расходятся. Вот так. И есть параметр straight, это отталкивающая сила. То есть можно прям вот так вот сделать. К примеру. Точно так же и было бы, если бы мы тут оставили кружочек. В общем-то, и все касательно этой ноды. Опять же, она прекрасно работает в комбинации со всеми предыдущими, которые я до этого показывал. Просто я оставил P-Turbulence, потому что она добавляет немножко хаоса. И для того, чтобы показать каждую ноду в отдельности, чтобы вы четко понимали, что именно она делает. Итак, с этой нодой покончено. Давайте переходить дальше. Следующая наша героиня будет нода P-Vortex. Удаляем P-Avoid, и для того, чтобы показать нормально, как работает P-Vortex, давайте немножечко изменим нашу конструкцию здесь. Мы отключим вообще логотип, он нам не пригодится. И в P-Emitter для начала регион сделаем All, то есть частицы будут генерироваться во всем кадре. И просто для наглядности уберем для начала скорость вообще. То есть у нас просто частицы
немного хаотично двигаются благодаря p-turbulence, и p-turbulence давайте тоже выключим, чтобы частицы были статичными. Вот так. И теперь давайте сюда мы добавим p-vortex. P-vortex будет работать с p-turbulence, просто для того, чтобы вы точно видели, как это происходит, я p-turbulence отключил. Так, давайте добавляем p-vortex. Я думаю, из названия кто-то уже догадался, что p-vortex закручивает частицы. Давайте запустим нашу анимацию. Получается вот такая штука. Причем частицы, как видите, двигаются даже с разной скоростью, поэтому она выглядит сразу прям так натурально, как в природе, потому что в природе ничего не двигается прям со 100% одинаковой скоростью. И, что самое интересное, те частицы, что в центре, движутся быстрее, те, что дальше от центра p-vortex, движутся медленнее. Таким образом, вы можете перемещать центр p-vortex. Я думаю, это в целом понятно. Давайте перейдем к параметрам. Итак, straight – это сила, с которой закручиваются частицы, и это можно расценивать как скорость закручивания. А power – это, скажем так, радиус, в котором работает эта нода. Плюс с помощью параметра straight мы можем поменять направление закручивания частиц. Например, сейчас они движутся против часовой стрелки достаточно быстро. Если мы поставим минус сколько-то, уже будут по часовой стрелке двигаться. И с помощью параметра power, те, которые совсем близко, они прям будут набирать космические скорости. А те, которые подальше, будут менее задеваться. Плюс параметром size можно вообще регулировать радиус действия этой ноды. Опять же, поиграйтесь с этими параметрами самостоятельно, тогда у вас будет гораздо больше понимания, как это работает. Так, translation – это просто координаты вот этого центра p-vortex. Angle x и y – это параметры, которые отвечают за поворот закручивающей оси. Если повернуть вот так, и давайте увеличим количество частиц, сделаем хотя бы 100, то, так, пока не сильно видно, давайте угол сделаем, ну вот так. И немного по y повернем. При желании, так, давайте еще power поменьше сделаем. Вот. Вот такой вот как бы эффект снега. Тут можно постараться рассмотреть цилиндр, он есть, но много частиц, хаос. Опять же, попробуйте самостоятельно по-разному их позакручивать, и вы точно увидите, как это работает. Еще есть, давайте покажу один интересный способ использования p-vortex. Вернем все параметры по умолчанию с помощью вот этой вот кнопки. Она просто сбрасывает настройки ноды, для того, чтобы ее не удалять и не добавлять по новой. Вот здесь кнопочка Reset. Итак, в p-эмиттере у нас уже включен регион, пока стоит All. Давайте мы его вот так вот в кружочек загоним. И в ноде Ellipse мы уберем чекбокс Solid и увеличим толщину рамки. Давайте выведем в левую сторону. Вот. Сделаем вот такое кольцо. То есть вот что у нас делает border width. Вот так. Пусть частицы генерируются только в этой области. Подключим сюда. И регион переключим в режим bitmap. Вот. И смотрите, у нас p-vortex есть. И у нас теперь частицы крутятся по кольцу. Давайте уменьшим их количество, чтобы было нагляднее. Вот так. Вот так. И опять же параметром straight мы можем регулировать направление. Так, по часовой стрелке, а после точки по умолчанию против часовой. С помощью power можно отрегулировать скорость.
Ну и с помощью Straight тоже. Вот так. С помощью Size можно регулировать влияние. Вот такие штуки делает нода PVortex. А если включить здесь P-Turbulence в таком режиме, то можно получить... Так, только давайте вернем размер на место, так будет лучше. Вот такую штуку. Частицы могут крутиться по кольцу, и при этом их немножечко будет раскидывать по сторонам, как будто от центробежной силы. Ну, не совсем тут прям центробежная сила. Все-таки да Винчи не очень хорошо имитирует физические явления, но тем не менее можно вот этот параметр убрать, y straight сделать поменьше и x тоже. И вот такие штуки можно делать. Я думаю, смотрится достаточно интересно. И, кстати, опять же, не забываем про Motion Blur, например. Да, видите, замедляется все-таки много частиц, но тем не менее. И плюс здесь можно их подблюрить, чтобы они были похожи на дым, и сделать им свечение. И добиваться вот таких вот разных очень прикольных, классных эффектов. Я думаю, с нодой PVortex все понятно, поэтому давайте двигаться дальше. Давайте подвинем логотип вот сюда и изменим направление движения частиц. Сделаем его вот таким, минус 90 градусов поставим, чтобы они просто двигались вниз. Так мне кажется, что действие следующей ноды я смогу показать более наглядно именно в таком виде. Но работает оно, естественно, в любых направлениях. Итак, нода называется P-Bounce. Итак, что же она делает? Эта нода позволяет частицам отскакивать от некоторой поверхности. Она представляет собой поначалу регион ее действия представляет линию, и в принципе этого достаточно, хотя можно опять же использовать любой регион с помощью вкладки «Регион». Здесь по умолчанию как раз-таки линия. Вот. Но опять же вы можете включить bitmap и подключить другую линию, или же просто прямоугольник, кружок, вообще не важно. Но с линией мне нравится больше, как это все работает. Так, давайте выставим эту линию. По умолчанию просто оба конца линии находились в одной точке. Ну вот я поставлю так. И смотрите, какие у нас есть у нее параметры. Переходим во вкладку Controls ноды P-Bounce. Итак, Elasticity. Это параметр, который отвечает, насколько эластична эта поверхность и насколько она отталкивает. Если ее уменьшать, то и эффект отталкивания будет меньше. Variance регулирует силу этого отталкивания. Видите, частицы чуть-чуть, скажем так, сдвигаются, раздвигаются. Давайте угол чуть сделаем другим, и variance вы увидите вот так он работает. Я надеюсь, вам видно. Дальше спин придает вращение частицам после отталкивания. Но, как я уже упоминал, у нас сегодня блоб, то есть кругляши, вращения видно не будет, поэтому оставляем на нуле. Были бы палочки, было бы видно. Roughness – это параметр шероховатости. Что он делает? Вот смотрите, сейчас у нас частицы вот примерно так отскакивают. Если поднять этот параметр, то у них угол, разнообразие угла, по которому они будут отлетать, оно будет большим. То есть, видите, сейчас они как бы летят во все стороны. Вот. Если сделать поменьше, они как свет. Под каким углом прилетели, под тем же отразились. Surface Motion – это параметр, который отвечает за движение частиц после отталкивания. То есть его можно задрать вверх, и тогда они будут отталкиваться и улетать в стратосферу. Если сделать его меньше, то и скорость оттолкнувшихся частиц будет меньше. Вот. Этот эффект достаточно
интересно применять для того, чтобы делать имитацию падающих искр как бы на пол. Когда, знаете, например, от токарного станка сыпятся искры, и они где-то там немножко по полу скачут. Для этого уменьшаем параметр Elasticity и Surface Motion практически до нуля. И тогда у нас получается даже Surface Motion 0, Elasticity еще меньше. И давайте движение сделаем вертикально вниз, то есть минус 90 градусов. И тогда смотрите, что получается. И отключим P-Turbulence. Здесь-то нода неуместна. Так, все-таки они стараются отскочить. Ну вот так, они внизу накапливаются. И можно еще, для того, чтобы было еще более похоже, здесь можно добавить ноду P-Directional Force. Только силу у нее поменьше сделать. Вот, и они как бы сыпятся и вот двигаются по какой-то внизу поверхности. И тут уже можно Surface Motion чуть приподнять. Elasticity чуть-чуть. То есть, ну вот, что-то вроде такого. Опять же, повторюсь, DaVinci так себе подходит для того, чтобы имитировать физические явления, там отскоки и так далее, но я думаю, что суть ясна. Вот такой эффект можно сделать при помощи эффекта P-Bounce. Если мы, например, переместим вот сюда логотип, сделаем движение частиц слева направо, то, например, вот так у нас будет. И видите, здесь у нас окончание линии, и тут они дальше, как водопадик, скатываются. Вот такие штуки можно делать. При этом можно угол сделать другим. Будет вот так. В общем, полная свобода творчества. Теперь давайте двигаться дальше. Сейчас давайте удалим ноду P-Bounce. Включим P-Turbulence, пусть будет. И удалим P-Directional Force. Вот такую анимацию получаем, нашу изначальную. И последняя нода, о которой я хотел бы рассказать сегодня, это P-Kill. Как, думаю, понятно из названия, это нода, которая просто убивает частицы в каком-то определенном регионе. Сейчас смотрите, у нас стоит регион O, и частицы у нас пропали, потому что P-Kill их убила. Поэтому тут есть смысл работать с каким-то определенным регионом. Я опять же выберу Bitmap, выберу круглую масочку, уменьшу ее, поставлю куда-нибудь сюда и подключу к ноде P-Kill. У нас опять же нету частиц, а все почему? Потому что у нас стоит Ignore Region. Давайте выберем When Inside Region. Для наглядности опять выберем эту маску. И видите, у нас частицы не избегают ее, они просто пропадают в этой области. Вот в чем смысл этой ноды. Это не P-Avoid, это нода, которая просто в каком-то регионе делает так, что частицы просто исчезают. Вот, собственно, и все ноды, о которых я хотел рассказать. Это не все ноды, которые существуют для работы с частицами, их порядка 20. Я пользовался, естественно, не всеми. Поэтому рассказал вам о тех нодах, которыми пользовался, либо которые были мне интересны. Есть еще такая нода, например, как P-Custom.
Вот. В ней очень много настроек. Возможно, о ней я когда-нибудь сделаю попросту отдельный выпуск, потому что там, ну, очень-очень много всего можно делать, и выпуск этот и так достаточно длинный получился. Поэтому ее я пока что опустил. Ну и для начинающих, мне кажется, это та нода, о которой вы вряд ли вот прям будете первым делом вспоминать. Вот она, ну, нужно иметь немного опыта для того, чтобы пользоваться нодой Picastum, как мне кажется. А на сегодня все. Большое спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока!